Привет. Ты, наверное, слышал выражение «сизифов труд». Это выражение пошло из мифа о Сизифе, человеке, которого за его хитрость и дерзость боги наказали. После смерти он должен был каждый день закатывать тяжелый камень в гору. Как только он закатывал его в гору, камень скатывался вниз, и Сизиф должен был закатывать его снова. Бесконечный и бессмысленный труд, как наказание за попытку быть свободным. Французский философ Альбер Камю переосмыслил этот миф и увидел в нем не отчаяние, а парадокс. Интересно, почему? По его мнению, если человек осознает свою участь и действует осознанно, он становится свободным, даже если его действие или труд бессмысленен. Большинство из нас на протяжении всей жизни, подобно этому Сизифу, тащим свои камни в гору. И порой наш труд кажется бессмысленным и тяжелым, и бессмысленным. От этого мы устает наша психика, нам хочется вырваться, мы чувствуем себя несвободными. Но что если переосмыслить, подобно философу Камю, переосмыслить этот миф, переосмыслить свою участь в свете этих идей? Например, тяжелый атлет, спортсмен, бодибилдер, пауэрлифтер, неважно, человек, занимающийся тяжелым физическим трудом. Регулярно на протяжении многих лет человек ходит в спортзал, поднимает тяжести. Со стороны человек, далекий от нашей культуры, от понимания спорта, силового экстрима, может подумать, что это какая-то бессмыслица. Зачем человек истязает себя? У этого человека есть определенная цель. Он становится сильнее, он становится здоровее, он себя хорошо чувствует, он приобретает какую-то уверенность. То есть, и казалось бы, и бесполезно, бессмысленно для кого-то Сизифов труд в спортзале для этого человека, для спортсмена, превращается средством достижения определенной цели. Как же сделать Сизифа счастливым? Что такое счастье? Наверное, каждый человек для себя отвечает сам на этот вопрос, что же счастье для него. Лично я понимаю счастье как ощущение удовлетворенности и радости от того, что ты достиг того, чего хочешь, что твоя жизнь имеет какой-то смысл, твои действия приводят к какому-то результату, который ты ожидал. Как достичь этого состояния, будучи несчастным Сизифом на нелюбимой работе и занимаясь нелюбимыми вещами? В каждой даже нелюбимой работе можно найти что-то полезное и приятное. Ты сидишь в офисе, ты, казалось бы, бессмысленно тратишь время за какими-то отчетами, бумагами, настройкой систем, что-то еще, но ты ведь приобретаешь какие-то навыки. Параллельно с этим ты приобретаешь так называемые софт-скиллы, то есть это какие-то коммуникативные навыки с твоими коллегами по работе. В отсутствие смысла человек несчастен. И все мы ищем смысла, мы вопрошаем Бога, кто-то Вселенную, кто обращается к прошлому, к книгам, различным коучам, чтобы найти этот смысл в жизни. И самое интересное, что понял я, смысла в жизни нет. Как бы странно это ни звучало, смысл мы создаем сами. Это не значит, что мы придумываем себе ложные смыслы. Нет, это не то же самое. С одной стороны, есть простое объяснение, и доказательство. Ты рожден на этот свет с жаждой смысла. Каждый из нас рожден на этот свет с жаждой смысла. Если мы живем, значит, какой-то в этом смысл есть. Но утверждать, что есть некий универсальный смысл для каждого человека, мне кажется, это неверно. Миллиарды людей, тысячи различных культур, представлений, верований. И утверждать, что все люди должны следовать какому-то одному шаблону или какой-то определенной модели, это очень самоуверенно. Смысл жизни
Это то, что встроено в нас по умолчанию, как говорят айтишники, в нашу прошивку. Мы не можем уйти от этого. Как бы мы ни старались, смысл жизни, он в самой жизни. Так что, Сизиф, если ты не видишь смысла в своем измерительном труде, бесконечном, бессмысленном измерительном труде, создай этот смысл сам. Пусть небольшой, не великий, не глобальный, но маленький смысл, который помогает тебе каждый день становиться лучше. И, в конце концов, никто не запрещает тебе становиться свободным.